И доброго времени суток, это канал Soul Games, и за нами бегут бандиты. Да, я случайно наткнулся на их лагерь, и вот он красавец, а у меня нет стрел. Я куда дел стрел? Я стрелы потерял. Ну, благо он встал. Встал и никуда дальше не бежит. Ладно, у меня есть отравленная медная стрела. Посмотрим, что ты мне скажешь на этот счет. Так, займем удобную позицию. Где вы? Где ты? Отравленная стрела. Получи. Вот как-то ты быстро сдался. Так, где моя стрела? Где моя отравленная стрела? Так, у тебя есть жареное мясо. Забираем. Забираем все. Пивная бутылка. Зачем она мне, правда, нужна? А где моя стрела? Где моя каменная отравленная... Медная отравленная стрела? Вот она. Подожди. Я чуть не пойму, где она. Мне нужна моя стрела. Отдай мою стрелу. Я не пойму, где она. Где моя стрела? Ладно. Ладно, там где-то был еще один. Где-то был еще один. Это остался один бандит. О. Ликвидировать их лагерь. Может, не один. А может, их там два. Вон он. Сидит и ничего не подозревает. Их было там двое. Там трое. Ё-моё. Так, тут четверо. Так, бежим отсюда. Так не пойдет. Так не пойдет, ребят. Отравленная стрела, она что-то как-то не работает совсем. Ё-моё. А что такое? Дайте мне прицелиться, что? Ё-моё. Вы еще и стреляете, вас трое, там было четверо. Ого. Держи. Отравленную стрелу держи. Что ж такое? У меня стрелы кончились. У меня кончились стрелы. У меня кончились копья. Ужас. Так. Камень, деревянный болт. Медное копье. Не пойдет. Медное копье. Беда. Ладно. Где вы? Вон они. Там трое, и он тоже с копьем. Ладно, будем вылавливать по одному. Ага, есть. Куда пошел? Ай-яй-яй. Так не пойдет. Есть. Ой-ой-ой, у меня сломалось копье. Ну да ладно, у меня есть топор. По крайней мере. А, я же еще могу блок ставить, да? Вот так вот. Смотрим. Деревянное копье. Что у тебя было? Сыр, лук, ну как бы все такое стандарт. Ладно, у вас там еще лагерь есть. Теперь нужно все это дело
позабирать свои стрелы каменные. Да вы как-то такие... больше по еде. Больше по еде как-то. Каменная стрела. Я хочу ее забрать. Так, это 2, и где-то был 3 еще. Его искать. Лагерь остался. А, кстати, всем доброго времени суток. Это канал Soul Games. А то я тут начал. Бандитов. Вот, мы продолжаем квест. Историю Негоста. Основной сюжет. Я потерял лагерь. Я потерял их лагерь. Так не пойдет. История Негоста. И по заданию необходимо предоставить продукты доктору. Доктор взамен на эти продукты и помощь были. В общем, доктор попросил помочь бежать из долины, поскольку он находится... он спрятался и сидит там, где-то прячется в лесах. И это лагерь. И этот лагерь. Я не могу его просто так бросить. Вот. И он попросил собрать ему провизию. Собрать ему монеты. Сушеное мясо. Бурдюк с водой. Бурдюк с водой я нашел. Он у меня был. Сушеное мясо. И монеты. Все это как бы есть. Далее Кэстрел. Кэстрел должна подготовить лошадь. И также мне нужно было найти сопровождающего. Скажем так, охрану. Костер. И вот по пути Кэстрел я встретил этих бандитов. Так, вот еще один. А я его уже обработал. Значит, где-то здесь находится лагерь. Еще один бандит. Вот. Вот. Ну, такие себе бандиты, ну, тоже интересно. Тоже захватывает. Захватывающе. Опять-таки бандиты полностью за тобой не бегут. Они идут до какой-то определенной территории и бросают. Так, по-моему, где-то вот здесь они. По-моему, где-то здесь был лагерь. Я не могу просто так его бросить. Могу я просто так бросить. На карте обозначается. Никак он не обозначает. Придется искать. Побегаем, поищем. Ну где-то же он тут был. По крайней мере, там горел костер у них. Можно было так вот сделать. Вот, по костру быстрее найти. Кстати, у меня проблема в вот он лагерь. Вот, у меня проблема в поселении с едой. Сейчас я тут разберусь с лагерем. Нужно будет посмотреть, в чем проблема. Так, метательный камень. Ну, ладно. Приколистный подорожник. Ой, это весь лагерь? Это все, что здесь может быть? Ведро. Ведро мне нужно. Так, а это что? Факел. Куда бедно, но... Подорожник. Это я рассчитывал, что здесь будет гораздо больше что-то интересного. Ага. Сливовое вино. Ухали, значит. Камень. И что? Факел, сливовое вино и все. Это все, что у них тут было? Деревянный кубок. Ни мешков, сундуков тебе. А, вот бурдюк с водой. Это как раз таки тот бурдюк, который мне нужен был для задания. Ну, пускай себе останется. Ну и получается, что... Он что, прям в ветках спал? Получается, что все.
Получается, что все. С костром я не могу взаимодействовать. Ага. Ладно, берем лук. У меня нет стрел. Так, ведро, лук, стрелы, стрелы, стрелы. Каменная стрела одна. Не густо. Ну да ладно. Да перекусим. Что у нас более-менее испортившееся? Жареное мясо 55. Есть его. Тушеное мясо это нужно для задания. Сыр. Сыр очень хорошо восполняет потери. Яблоко в воде. Его вино. Не. Гниль. Бросить. Так, и сразу посмотреть, что у нас там за проблемы с едой в деревне. Почему проблемы? Еда у нас поставляется... Где? Где? У охотников. У охотников все в порядке. У охотников все в порядке. У них есть инструменты. На складе. Так, склад, хранилище. Хранилище, житница. Смотрим, что у нас по еде. Ну. А по еде-то вообще печально. По еде печаль. А что, белладонну не хотите есть? Невкусно? Да, по еде печально. То есть получается, что сырое мясо. Сырого мяса валом. А готовить его некому. Угу. Плохо. Это очень плохо. Получается, что охотники принесли мясо, но мясо сырое. И, соответственно, вот и вся беда. То есть для дальнейшего существования, более автономного, необходимо еще сделать повара. Как вариант. Да, так, ладно. Не будем отвлекаться от задания. И идем в Кестрел. Вот так вот попались по дороге бандиты. И что здесь? Сундук. Монеты. Оловянный слиток. На 25. Ну, он мне только... Заберем, ладно. Лопатка деревянная. Не надо. Это было какое-то сокровище. 165 монет, в принципе, тоже на дороге не валяются-то. Водички. А скоро зима. Скоро зима. Ну, зима, у нас дрова есть. С дровами у нас проблем нет пока что. Где-то тут уже будет эта деревня. Да где? Вот он. Вот эта деревня. И мне нужна Кестрел. Кестрел. Кестрел, где ты? Где ты, подруга? А, ты, как всегда, сидишь у себя дома. Ты домоседка. Она опять дрыхнет, а? Да что ж такое? Так, стоп, машина. Кестрел. Романтика. Я польщена, но вы слишком для меня на него похожи. Было бы странно. Так, значит, получается что? Получается, что я не закончил по заданию. Мне нужно сушеного мяса купить и тогда возвращаться к ней. Ладно. А чтобы купить мясо... Мне нужен человек, который его продает. Тот человек, который его продает, она, видимо, просто дрыхнет. Элис. Кто у вас тут? Трактирщик. Бармен. Бармен. Ладно, походу придется спать. Походу придется ждать утра. Ладно. Ждем. Делаем себе костерок. И вернемся утром. Нужно будет докупить сухого мяса, сушеного мяса.
И продолжить квест. Задание. А вообще основная цель у меня повысить репутацию. Чтобы, когда повысится репутация, соответственно, повысится уровень построек. А это я сейчас и планирую. Мне это сейчас и нужно. Так, костерочек. Костерок. Костерок. Так. Вот так вот. И... Чего? Спим до утра. Поспали до утра и бегом в деревню. А жители голодают. Надо будет сразу бежать в свое поселение. Сразу после задания. Бежать кормить людей. Они не могут мясо себе пожарить. У них у каждого в доме находится костер. Котелок. Они не могут. Кстати, в этой деревне, в этом поселении я в прошлый раз мог спокойно подходить и брать какие-то вещи. Безнаказанно совсем. А сейчас не могу. Почему? Так, где наша? Что там ешь? Рушу. Где торговка? Где бармен? Тант. Покажи мне свои товары. Ты кто? Большая сумка, бурдюк, волночная. Ты портниха, наверное. Ты, наверное, портниха. Ладно, ты нам не нужна. А ты кто? Подожди, мне сейчас не до тебя. Надо тебя запомнить. Вот такой ты в синей футболке. Вот я к тебе вернусь. Смотри, запомни меня, я к тебе вернусь. Да. Где официант ваш? Официант. Ты где? Ты не официант? Подожди. Покажи мне свои товары. Да, вот это она была. Мясо, свекла, рыбное, соленое, сушеное мясо. Забираю усё. До свидания. Все, мне пока ничего не надо. Значит, у меня все есть. И идем к костру. Здравствуй, дорогая. А ты что это тут сидишь, так скучаешь? Тебе хорошо, нормально? Какая-то ты скучная. Все хорошо, у меня есть все необходимое. Какой у нас статус? Ну, я же сказал, что у нас все есть. Отлично. А как насчет Домагоя? Я его убедил. Он ждет вашего сигнала. Очень хорошо. И мне удалось достать вам лошадь. Похоже, у нас есть все, что нам нужно. Верно. Тогда давайте не будем больше тратить время зря. Пойдите к медику, и как только он назовет вам свое имя, скажите ему, что его ждут в Хорнице. Пожелайте мне удачи. Так, ну это все хорошо. Только это. О. Только у меня тут люди голодают. О, а люди 3, 2. Они что-то едят, что ли? Так, подожди. Управление. Шалаш землекопов. Они что, сырое мясо едят? Не понял. Так, житница. Смотрим, чего там у нас появилось. Теля, белина, широколистный. Ведро с водой. Они что, травку едят, что ли? Они, походу, травку едят. Так, как сделать правильней? Идти к этому товарищу. Либо идти сразу в деревню. А в принципе, он мне по пути. Я захожу по дороге к нему. И бегом в деревню кормить своих беспомощных людей, которые не могут себе сырого мяса на костре пожарить. Ну как так? 4 человека и все голодные. У них лежит мясо в хранилище. Они не могут его пожарить. Да. Ладно. Да, конечно, в прошлый раз ночью я с бандитами, конечно, разочаровался. Я думал, там будут у них какие-то инструменты, какое-то оружие.
Ну, собрали целый лагерь, а толку-то с него никакого. Тут там бурдюк. И все. Так, а я вообще иду не туда. Бурдюк, там ящик, пару монет и как-то... Как-то надо бы туда и... Какие-то инструменты... Ой, стоп, машина, не туда. Какие-то инструменты, оружие, что-то такое по цене, что ли. Так, а если я отсюда прыгну? Хочу я туда прыгать. Вот, буду вот такое. Вот теперь ищи широколистный подорожник. Благо его тут валом. А то что-то у меня со здоровьем как-то ну совсем никак. Рыжик шашновый. Рыжик шашновый. Но опять-таки оно уменьшается. Было 4, стало 3. Голодающих. Что не едят? Мясо сырое, что ли? Вы сырое мясо не едишь? Не кушайте. Надо его кушать. Идите болеть. А я буду вам зверобой искать. Ну, давай, прыгай, прыгай. Интересно, этот лагерь, который был ночью, на который я попал случайно ночью, он так и остался стоять? Или он исчез? А, вот он, кстати. А, стоп, нет. Это то, куда мне надо было. Это то, куда мне нужно было. А ты чё копье? Я тебе подарил копье, ты им не пользуешься. Тебе не надо, что ли? Деревянная ложка. Так, ладно. Все готово и ждет вас в Хорнице. Если вы бандит, лучше возвращайтесь назад. И как я могу быть уверен в том, что я могу вам доверять? Потому что во мне течет кровь Иордана. И как и он, я всегда держу слово. Будь ты проклят, сынок, но если не эти глаза... Ладно, я расскажу вам то, что знаю. Когда я уйду отсюда. И вам советую поступить так же. Просто скажите мне. Я проснулся посреди ночи. Человек в плаще сказал, что произошел несчастный случай. И кому-то нужна моя помощь. Я не особо об этом думал. Это часть моего долга, и вдобавок я находился в полудреме. Так что я схватил свой кожух и вышел с незнакомцев. Мне болел такой сильный дождь, что мне стало больно. Я понял, что этот человек ведет меня в дом Кастельяна. Я попросил его об этом, и он подтвердил. «Несчастный случай произошел с Кастельяном», — сказал он. Его голос был таким слабым, что я мог едва его расслышать. Мы вошли в дом, и тогда я увидел Иордана. Мне было ясно, что меня обманули. Я хотел бежать, но выход преградил мне человек в плаще. Почему было ясно? Что вы видели? Иордану перерезали горло. О как! Он выглядел умиротворенным. Как будто он спал. Его глаза были закрыты. Рана была элегантной. Срез был действительно точный. Интересно, понимал ли Иордан, что он умирает? Мужчина заговорил со мной тем же слабым голосом, что и раньше. Он сказал мне сжечь тело, как только дождь прекратится. Так мне даже не придется лгать, потому что все будет подозревать на болезнь. И так я и поступил. Он мне помог. Мы могли сдвинуть тело и зажечь его. Потом он помог мне стереть кровь с пола и сжечь простыню. Он был очень вежлив, спокойный, но не холодный. В конце концов он спросил меня, нужно ли ему угрожать мне смертью. Я покачал головой. Для меня это было ясно с того момента, как я увидел кровь. Я вернулся к своим делам и никому ничего об этом не рассказывал. А через пару недель я сбежал из Гастовия, опасаясь за свою жизнь. Почему только через несколько недель? Потому что человек в плаще сам стал Кастельяном. Вот как. Нет, этого не может быть.
Прости, дитя мое. Вы лжете. Он бы никогда этого не сделал. Извините. Как его звали? Вы знаете его имя? Скажите мне его имя. Юнигост. О, как получается. Получается, что Юнигост перерезал горло отцу от его. Сплошный гриб. Вот. Вот такая история. Вот такая получается история. Вот как это разворот. В принципе, в прошлой версии такая же история была с Юнигостом, с Иорданом. Там немножко по-другому было. Вот такая интересная история. Оказывается. Все. Она Юнигосту. Идем его мочить. Так, а что мне надо? Ну мне как раз нужно поговорить с Юнигостом. Я таки иду. А у меня тут 7 голодных. 7 голодных. Медная руда. Дали она мне сейчас? Возьму, ладно. Чего? Больше ничего? Какие-то тележки жиденькие. Так, медведь. Слушай, друг, я с тобой не хочу встречаться, я вообще безоружен. Сейчас на меня будешь кидаться. Я не хочу. Я от тебя уйду. О. Надо, наверное, что-то съесть скоропортящееся, да? Вот жареное мясо, к примеру, съем. А все остальное отнесу в деревню. Потому что люди там, наверное, сушеного мяса, сыра никогда не пробовали. Наверное. Побалую их немного. Вот. Вот такие дела. Получается, что Юнигост убил Иордана. Перерезал ему горло. Ну, конечно, не факт. Еще нужно доказать. Правильно? Правильно. Вот и я так думаю. Это еще нужно доказать. То, что он был в плаще, и то, что он пошел за доктором, не означает, что он его убил. Сейчас поговорим с Юнигостом. Что он скажет? Что он расскажет? Господин Юнигост. Так, а что я бегу в Гостовье? Мне ж нужно людей кормить. Мне надо совсем в другую сторону. Где-то вот сюдой. Мне надо людей покормить, а потом все остальное. Прошу прощения, зазвонил телефон. Мы продолжаем. Что я хотел? Я хотел идти в деревню. Мне нужно идти в деревню. Мне нужно кормить своих людей. Это сундук? Оказалось, сундук. Камни, похожие на сундук. Ух, перекур. Опять иду не туда.
Покормим людей. Вот и продолжаем. Продолжаем историю. Нужно поговорить с Юнигостом. Что скажет Юнигост? Просто интересно, как он будет оправдываться. Или сейчас начнет рассказывать, что его убил кто-то другой. Это был не я. Ой, волк, 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 волк. Не трогай меня. Я иду кормить своих людей. Ты мне сейчас не нужен. Да, еще больше никакого лагеря нету. Это в лагерях только бандитов только одна еда. Почему нет инструментов, оружия? Это несерьезно. А, зобар, зобар. Ты мне не нужен. И еще один. Подождите, придет и ваше время. Это не медведь, а это зубр. Еще один. Да сколько вас тут? Я вас не трогаю, я иду в свою деревню. Никому не мешаю. Ага. У меня люди голодают. 7 людей голодают, они сейчас проголодаются и убегут от меня. А мне это не надо. Все, я подхожу. Сейчас будем кушать. Не плачьте. Сейчас будем кушать. Если никакой тут волк или зубр не нападет на меня. По пути. А, ну да, вот все, вот мои бревна. От бревна, кстати, не бревна, пеньки так и не растут. Кто-то говорил, что через 2 года они вырастают. По-моему, это не работает. По крайней мере, сейчас. Так, сразу бегом в житницу. В житницу. Кормим людей. У меня тут, смотрите, у меня тут сколько всякого вкусненького вам принес. Ну, открывайся дверь. У меня тут сколько вкусненького. Смотрите, смотрите. Яблоко. Подорожник, сыра сколько. Тушеное мясо, сливовое вино, только не пейте. Только по праздникам. Бурдюк с водой. Ну давайте я вам бурдюк передам. И у меня еще было где-то ведро. Так, а пустое ведро куда мне передать? Куда мне передать? Мне нужно это ведро передать. Положить в склад, наверное. Всё, у меня 2 ведра есть. Будешь работать сейчас. Так, ведро. Склад. По-моему, все, больше ведра нету. Ага. А, медная руда. Мука. Оловянный. Пивная бутылка. Деревянный кубок. Хотя можно было продать. Плетеная корзинка. Доска. Ветки. Винная бутылка. Винная. Деревянный болт. А, и у меня же где-то был арбалет, кстати. Чё я хожу? А, я его кому-то отдал. Железная кирка. И, кстати, нужно еще лопатку. Каменная кирка. Передам. Каменный топор. И нужно сделать такой. А, нет, лук я оставлю. Деревянное копье. Мне нужно сделать лопату, потому что есть проблемы. Охотничий домик. Что охотничий домик? Опять нет инструмента? Ну, значит, будем делать инструменты. Мне нужно лопату сделать. Для лопаты мне нужно бревно. Ветка. Камни для ножа. Ну, пока все. Так, делаем. Значит, нож. Нож один сделаем. Надо больше нож. И потом, что еще? Мотыга. А, не мотыга, лопата. Я могу лопату сделать? Я лопату не могу сделать, кстати. Да. Пилоха. Ладно, держите мою железную лопату. Только не поломайте.
Берите лопату. Только землю не копать. Тогда нужны ветки. А чё ветки? Я же могу сделать. Лопату. Я только мастерскую могу сделать. И все-таки нужно было ту деревянную лопату забрать. И нужно было забрать. Хотя бы ножичек сделаем. Аж 2 охотника. Ну, каждому по ножу. Так. Так. И чего получается в итоге? Управление. Вроде бы как. А, в колодце опять не хватает ведер. Ну понятно. Она наполнила все ведра водой. И стоит, ждет. Ну и стой, жди. Стой, жди. Так, и теперь. И теперь. Чего я хотел? Что я хотел? А, мне же нужно к этому товарищу сходить, к Юнигосту. Просить таки, что там произошло. Кто кого убил-то? Кто был убийцей? Все, идем к Юнигосту. Да, кстати, со здоровьем вообще беда. Надо искать подорожник. Подорожник, подорожник. Тут у меня всякие цикории растут. Вся серия заключается в какой-то беготне. С одного места в другое место. Хоть бы что-то прокачивалось, что ли, пока ты бегаешь. Эти квесты нужно будет проходить, наверное, тогда, когда у тебя уже есть лошадь. А это что за кусты? А, ягоды. Туман. Правильно, у нас осень, туман. Правильно. А что у нас с лимитом? 10 и 10. 2106. А лимит 10 как был, так и остался. Что это? Что это? Зверобой, бревна тут что-то валяются. Видимо, после этого квеста добавится еще репутации. Хотелось бы, конечно. Это было именно так. Так, телега. Вот тут у нас каменный топор. А это что? Это просто. Факел. Ну, стандартный набор. Продукты питания у бандитов. Они такие вот, им чисто вот пожрать. А остальные инструменты нет-нет попадаются. В телегах.
Юнигост. Юнигост, где ты, друг мой ситцевый, спрятался? Ты уже дома спрятался? Где ты? Вот ты. Здравствуйте. Здравствуй, дорогой Росимир. Как жизнь? Как отец? Что имеете в виду? Строго, но справедливо. Очень по-взрослому. С вашей стороны, как говорить, вы действительно растете. Вы видите все больше и больше этих оттенков серого, да? Да, но серый по-прежнему состоит из черного и белого. Дела по-прежнему хороши и плохие. Правильно и неправильно, но это никак не изменить. Расскажите мне побольше об этом дяде. О моем дяде. Я никогда не говорил, что это так. Не знаю, есть ли у меня время для рассказываний. Я уверен, что вы найдете кое-что. Хорошо, может разве что одна история. Я только что вспомнил хорошую. Я, Иордан и Войлранд попытались поймать этого петуха, который проглотил связку жемчуга. И расскажите мне про его смерть. О, Росимир, я уже говорил вам, что он скончался во сне. Но обычно люди не умирают просто так во сне, не так ли? Время беспощадно. Иордан был слишком старым. Он тогда умер от старости? Нет. Болезнь? Ужасная болезнь? Нет. Тогда почему он не проснулся на следующее утро? Росимир, я никогда не лгал вам. Так зачем начинаете сейчас, а? Я знал, что этот день настанет. Подбирая слова, чтобы описать это, объяснить, это кажется абстрактным, невозможным. Но тишина слишком долго прожигала дыру в моей груди. Я сделал это, Росимир.
Я знал, что этот день настанет, подбирая слова, чтобы описать это, объяснить, но кажется абстрактным, невозможным. Но тишина слишком долго прожигала дыру в моей груди. Я сделал это. Расимир, я убил своего лучшего друга, моего брата. Не называйте его так. Я понимаю вашу боль, ваше чувство предательства. Но умоляю вас, поверьте, мне не доставало никакого удовольствия. Почему? Все сложно. И вариант ответа. Была ли это жадность? Была ревность? Была ли это месть? Была ли это месть, когда он вводил Кестрел в Танос за то, что он отнял у вас единственную настоящую любовь? Если вы ищете причину, по которой я его ненавидел, вы ее нашли. Но я убил его не из-за ненависти. То, что он сделал с Кестрел, было ужасно. Но он не пытался быть жестоким. Кроме того, каждая часть этого любовного треугольника кому-то причиняла боль. Мы все виноваты. А что насчет ребенка? Вы могли бы быть его отцом? Неважно, кто был его отцом. Этот красивый мальчик не вдохновлял, не вглотнул ни одного глотка воздуха. Его жизнь закончилась еще до того, как началась. Это настоящая трагедия. Это было ваше, Кестрел сказала мне. Я? Вы серьезно? Да, в тот день сгорел ваш ребенок. Все эти года я не перестал удивляться. Сын, покойся с миром. Не знаю, каким отцом я был бы, но я буду любить тебя до конца своих дней. Была ли это жадность? Вы хотели быть? Я не ваш чертов сын. Вовсе нет, сынок. Я не ваш чертов сын. Вы не моя семья. Иордан был в моей семье. Простите, вы правы. Меня никогда не волновало название. Я и работа, которая с этим связана. Я сделал это только потому, что кому-то нужно было это сделать. И таким образом я пытался сохранить доброе имя Иордана. Возьмите на себя основные обязанности. Он их не оставил. Вы заставили его сделать? Да, думаю, да. Так зачем вы это сделали? Из-за страха. Из-за дела Иордана. Из-за того, кем он мог стать. После того, как он убил того человека в Нависе, я остался с ним, когда все ушли. Но я не мог перестать думать о том, что он мог сделать. Что он сделал. Как мало его это беспокоило. Он злился на них за то, что они ушли из стаи, но не видел в этом своей вины. И что самое худшее, он даже не выглядел обеспокоенным, лишив человека жизнь. Вот тогда я задумался, делал ли он это раньше. Иордан не хотел останавливать миссию. Я убедил его, что настало время для того, что нам следует перебраться в долину. Я думал, что мы можем остаться все то, что случилось позади. Просто отдохнуть и попытаться найти счастье в мелочах. Но у Иордана был беспокойный ум. Для него не двигаться вверх, не преодолевать очередную преграду было пыткой. Когда я переехал сюда, там было всего пара деревень. Мы построили себе дом в Гасторе. Я искренне верил, что этого будет достаточно. Но не для Иордана. Не прошло недели, как он заявил, что хочет поехать и встретиться с королем. И что он планирует сделать это в одиночку. 2 недели спустя он вернулся, как новый кастельян долины. Он переехал в собственный дом. Для виду. Как он это называл. С этого момента он все больше отдалялся. Только от меня, но и от всех. Я видел, как он ходит по Гастовии, словно настоящий лидер. Рукопожатия, объятия младенцев, светские разговоры. Всегда с широкой улыбкой на лице. Он действительно оказался великолепным, но не знать, что скрывалось. Но не узнать, что скрывалось за его улыбкой. Мы жили рядом друг с другом, но вскоре наше общение свелось к нескольким разам в год. Он боялся меня. Боялся своего морального
компаса. Он не хотел, чтобы я больше его ограничивал. Совесть была бременем, поэтому он полностью избавился от нее. Когда его худшая сторона взяла над ним контроль, я не увидел ни капли искренности. Я встретил каждый раз с маской. Шли годы, но все чаще и чаще планировал встретиться с королем. И так однажды я начал небольшое расследование, и то, что я узнал, вызвало у меня отвращение. Иордан стал тем самым, кого всегда клялся искоренить. Загноившимся господин, развлекающийся со своими грязными друзьями. Разбогатев на людских страданиях, он извлекал выгоду из войн, продавая оружие. Дружил с насильниками, просто чтобы быть в их благосклонности. Его пришлось остановить. Мне потребовались месяцы, годы, чтобы добраться сюда. И я чувствую ответственность за каждую ошибку, которую он сделал за все это время. А я не должен был колебаться. Но убить собственного брата — это было невообразимо. И я знал, что единственный, кто мог бы это сделать. Я прокрался в его дом во время сильного дождя. Он так мирно спал, как будто все зловещие мысли оставили его на ночь. Ведь вы знаете, что сейчас произойдет, верно? Вы заплатите за то, что сделали. Я, казалось, смотрел на его лицо целую вечность, прежде чем вытащить свой клинок. Сделал один чистый разрез, и все было покончено. Он даже не открыл глаза. И так вот, все было сделано. Вы не заслуживаете прощения. Убить свою семью только потому, что вы считаете это правильным. Но я не позволю вам умереть самопроизвольным мучением, самопровозглавленным мучеником. Вы уйдете с чувством вины за то, что сделали, пока ваше время не пришло. Вы изгнаны из долины. You are exiled from this land, Unighost. Да, получается, что Leaving this peaceful place as a murderer and a liar shows your true colors. Юнигоста. You tried to poison my mind just like you did with Jordan's. Но в этот раз это не сработает. Я разглядел ваш обман. Вы не заслуживаете прощения, только жалость. Ваши руки никогда не будут чистыми. Вот такая история произошла. Значит, получается, Иордана убил Юнигост. Убил специально и в этом признался. И после этого всего произошло изгнание. Ну, получается, что Расимир изгнал Иордана долины. В принципе, то же самое, что было в прошлой версии игры. Иордан был изгнан. И появится новый Кастельян. Так, это все хорошо, но что у нас... Что у нас? Репутация поднялась. Но я, как прежде, могу построить только 10 домов. Что ж, на этом, наверное, закончим эту историю. В следующий раз будем разговаривать с Алвином. Продолжать историю Алвина. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто подписан, смотрит меня. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы продолжаем.